сегодня 15 мая 2021 года. Ага, будем высаживать огурцы. Никогда еще так поздно мы не высаживали. Мы уже в это время, были годы, 9 мая собирали первые зеленцы. А вот сейчас вот такая у нас история, что было очень холодно. Но наконец-то установилось тепло. Почва прогрелась 23 градуса. Здесь вот этот рядочек, вот это подготовлено, полито уже. Смотрите, оно вот здесь у нас всегда огурцы растут из года в год. Почва подготовлена. Здесь сидираты были очень хорошо уложены и деструктор целлюлозы использован. Ну а сейчас посадка. Как всегда, с нас уже смеются, но с нами уже, кстати, эти удобрения используют 3 года наши зрители, подписчики. И поэтому шутки по поводу этого удобрения, что сам бы съел бы, то грошей не хватает, или типа такого же, мы воспринимаем очень весело, но просто мы пришли к тому, что это самое лучшее, долгоиграющее удобрение. А что это? А это у нас, смотрите, кормовые дрожжи. Это у нас, вот мы покупаем, ветаптека довольна. Вот смотрите, рыбная мука и мясокостная мука. Здесь состав есть практически все питательные вещества. Витамины есть, минералы. И те вот важные самые фосфор, калий, кальций, все нужные питательные вещества, это все здесь есть. И причем оно не сразу, как вот, допустим, какое-то удобрение берется, и сразу же оно сработает, а здесь медленно, сколько нужно это растение берет. Я беру по килограмму мясокостной муки, килограмм рыбной муки и килограмм кормовых дрожжей. Дрожжи, аминокислоты, и земля у нас, почва сейчас теплая, поэтому уже очень хорошо использовать вот эти удобрения, оно все работает, все замечательно получается. Ну что ж, сейчас беру сантиметр и будем мерить расстояние наших огурчиков, где, когда будем высаживать, вернее, где и на каком расстоянии друг от друга. Итак, первый огурец, первый рассадный огурец я меряю от стенки 50 сантиметров и здесь 50 сантиметров. Вот где он будет расти. Почему я такое расстояние? Я их формирую в один повек и вот так составляю такую вот спиральку. Поэтому вот оно место, где будет расти огурчик. Здесь будет место и здесь. Теперь я беру обязательно теперь вот эти удобрения под одно растение, ну вот по всему. Огурцы формируют корневую систему вот по кругу на расстоянии вот где-то полметра и в глубину 40 сантиметров. Поэтому я здесь вот эти удобрения оставляю. И здесь же у меня пол-литровая, вот эта пол-литровая баночка соответствует пол-литровой баночке стеклянной. Просто удобно этой коробочкой. Снова же. Курник. Курник, да, вот это курник, очень хорошее удобрение, уже испытано столько лет, мы испытали, как только появился, я заказывала по интернету, сейчас у нас это свободно в магазине продается, вот таким образом перекапываю, но, видите, земля хорошая, но мы подготовили для них, конечно же, вкусняшку хорошую, и сейчас перекопаем, и, естественно, Александр Федорович принесет. Мы подготовили с леса дерновую землю и туда добавили немножко кокосового субстрата, свеженькая земелька, для того, чтобы сразу очень хорошо стартанули огурчики. Итак, еще раз смотрю, где у меня центр, и тут начинаю выкапывать. Так, вот здесь, так вот. И выкапываю ямку. Ведерочка на где-то 5 литров земли сейчас принесет Александр Федорович. Вот, и под него я сейчас вот эту ямку выкапываю. Вот так вот. Сейчас вот это пока заберу. Оно мешает. Хочется сделать очень хорошее такое местечко, домик для нашего огурчика. Перемешать. Вот так вот. Ну что, давай принесешь нам земельку вкусную, еду вкусную для огурца. Пока предварительно полью огурчик, чтобы он легко вышел из горшочка. Ну, а вот эта земелька, видите, какая она из
леса, зерновая и немножко кокосового субстрата. Все приближено к натуральному. Ставлю это на дно. Ну, огурчик. Добрый час, мой хороший. Сейчас посмотрите, смотрите, корешки уже выбрались. Ох, какие они. У нас есть огурчики в больших горшках, есть поменьше. Что успели, сколько успели, столько сделали. Успели до холода, чтобы спрятать. Вот. Вот так вот. Смотрите, какая красота. Огурчик получает такую вкусняшечку. Ой, теперь вот эту земельку, которая у нас с удобрениями вся сверху. Вот так вот. Мы вот такие делаем. Ну и слегка прижимаем. Я раньше добавляла биопрепараты. Сейчас у меня влажная земля. Не буду биопрепараты. Я сделаю защиту сначала, а через 2 дня я полью очень важным одним питательным и защитным средством. Но о нем мы будем говорить дальше. Так, посажен. А теперь остается его полить. Сейчас расскажем, что мы будем делать для полива. Вот у меня в той теплице мы сейчас заливали, обливали каждое растение. И вот я сделала 4 ложки вот этого нашатырного спирта аптечный 10% на 10 литров воды. И обязательно любые растения беру и проливаю вокруг. Только не попадаем на само растение, а вокруг проливаю. Очень много вредителей разных, желающих свежачок покушать. Видите, я вокруг пролила, и все. Там достаточно влаги, достаточно все для огурчика. И все. Вот такая посадка. Сейчас мы завершим посадку. У нас здесь рядочек. 9 растений обычно высаживаем. Вот так вот сейчас посадим. Раиса Кириченко, Александр Волик занимается посадкой огурцов 15 мая 2021 года. Это впервые в нашем таком опыте 20-летнем, когда мы выращиваем огурцы в разных теплицах. Впервые вот так поздно. Но ничего, все равно главное мы посадим и будем иметь хорошие огурчики. Хорошего урожая нам. И всем вам, дорогие зрители наши, урожая хорошего, хорошей погоды и крепкого здоровья. Пока-пока. Пока-пока.